Каждый день, выходя из дома, мы сталкиваемся с различными природными явлениями. Зачастую это то, что мы хорошо знаем и понимаем механизм его действия. Но бывают и на нашей планете феномены, которые кажутся настолько невероятными, что не поддаются никакому объяснению. Сложнейшие тайны природы не могут раскрыть даже великие умы человечества. Но мы существа разумные и очень любопытные, поэтому эта проблема зависит только от времени. В этом видео мы собрали для вас 12 самых невероятных природных явлений. Вулканическая молния или грязная гроза. Это невероятное погодное явление характеризуется образованием молнии в облаке пепла, поднимающегося из жерла вулкана во время извержения. Молния образуется в результате столкновения больших электрических потенциалов, представляемых отрицательно заряженными падающими частицами золы и положительно заряженными сгущенными вулканическими газами в столбе пепла, поднимающимся шлейфом в воздух во время извержения вулкана. При этом, чем меньше размер частиц, тем больше образуется вспышек. Помимо этого, во время извержения высвобождаются значительные объемы воды, которые могут стать источником энергии для вулканических молний. Механизм генерирования электрических зарядов грязных гроз почти идентичен формированию обычных молний, когда между собой в облаке сталкиваются частицы льда и капли воды. Грязные грозы являются распространенным природным явлением. За последние несколько лет их можно было наблюдать у вулканов Исландии, Японии и Чили. Огненная торнадо. Хоть это явление и не является настоящим торнадо, его название прочно прижилось у народа. На самом деле это огненный вихрь, вызванный огнем и часто состоящий из пламени или пепла. Воздушный огненный столб, который движется вертикальной завихренностью, очень редкий природный катаклизм. Такое необычное торнадо возникает тогда, когда разрозненные очаги пожаров объединяются воедино. Огненный торнадо начинает подниматься из-за того, что воздух внутри очага начинает нагреваться, уменьшая его плотность. Температура воздуха нагревается до 1000 градусов, а скорость достигает свыше 200 км в час. Огненный вихрь сжигает все на своем пути. Как правило, торнадо возникает вследствие лесных пожаров. Его высота варьируется от 5 до 10 метров. Это необычное природное явление часто возникает в Австралии, вследствие высоких температур, от которых начинаются пожары. Кровавое озеро Натрон. К счастью, такое страшное название неофициально дано озеру не из-за его состава, а из-за ярко-красного оттенка. Натрон – соленое и щелочное озеро, расположенное на севере Танзании. Оно покрыто коркой соли, которая периодически окрашивается в красный и розовый цвет. Это результат жизнедеятельности микроорганизмов, которые живут в водном пространстве. Озеро имеет глубину не больше 3 метров и изменяет береговую линию в зависимости от времени года и уровня воды. Если пока это озеро кажется вам безопасным, то спешу вас предупредить. Высокая температура до 50 градусов и высокая щелочность создают такие условия, что многие животные, в основном птицы, случайно попадая в воду, погибают, а их останки затвердевают и покрываются минеральными веществами. Здесь могут жить только несколько видов животных, например, малые фламинго, чья всемирная популяция в размере миллионов особей находится на одном лишь этом озере. Сказочные или ведьмины круги. На востоке пустыни Намиб среди травяной растительности встречаются загадочные пятна мертвого грунта диаметром от 2 до 15 метров. С высоты птичьего полета можно увидеть тысячи таких таинственных образований. Эти круги формируются естественным образом и исчезают без всякой причины, а когда они еще и растут в размере, то кажутся вообще живыми. Ученые до конца не разгадали тайну этого невероятного явления. Конечно, среди людей часто слышатся самые невероятные гипотезы, которые склоняются к влиянию неземных цивилизаций, но деятели науки пытаются объяснить все земным способом. Вначале считалось, что голые участки образуются из-за термитов, которые формируют токсичный газ, но позже было выдвинуто еще несколько теорий, связанных с растительностью вокруг. Несмотря на это, ни одна теория еще не доказана. Врата ада. Неспроста появилось высказывание, что ад находится на Земле. Если вы взглянете на это место, то точно с этим согласитесь. Газовый кратер в Туркменистане под названием Дарваза имеет глубину 20 метров и диаметр около 60 метров. В 1971 году геологи искали подземные залежи газа, когда наткнулись на подземную пустоту. Образовалась большая дыра, наполненная газом. Чтобы вредные для людей и скота газы не выходили наружу, их решили поджечь. Геологи предполагали, что пожар через несколько дней потухнет, но они сильно ошибались. С 1971 года природный газ, выходящий из кратера, непрерывно горит днем и ночью. Огненный кратер поистине удивительное место планеты, куда съезжаются сотни путешественников и десятки ученых.
Дождь из животных. Наверное, самое странное явление, что может увидеть человек, это то, как с неба падают живые существа от птиц до пауков. Чаще всего с неба падают рыбы и лягушки, но бывают и исключения в виде птиц, креветок, пауков и даже змей. Иногда животные падают обмороженные или замерзшие в кусках льда, показывая тем самым, что высота взлета была очень большой, и они оказались в облаках атмосферы. Большинство проявлений такого дождя наблюдается после штормов, чаще всего после смерча. Однако описаны многочисленные случаи, когда дождь из животных шел при спокойной погоде и в отсутствии сильных ветров. Паутиновое наводнение. Несколько лет назад в маленьком городе в Австралии люди, проснувшись в один день, обнаружили, что за окном белым-бело. И хорошо бы, если это был снег, но нет, это была паутина. Весь город настигло паутиновое наводнение. И как странно ни звучало, случилось это из-за настоящего наводнения. Пауки почувствовали опасность, поэтому миллионами стали пробираться к сухим местам. Тем самым они обвили весь город. Ученые объяснили данное природное явление и успокоили людей тем, что паутина совсем не опасна. И когда стихия отступит, пауки вернутся на свое место. Цветущая пустыня. Думаете, пустыня – это одни кактусы и море песка? Оказывается, не все так просто на нашей планете. Одно из самых засушливых мест на Земле, пустыня Атакама, в определенный период превращается в удивительный оазис с тысячами красивых цветов. Цветущих растений пустыни насчитывается около 200 видов, многие из которых эндемики. В редкие годы с приличным для пустыни количеством осадков растения получают достаточно воды, чтобы запастись на долгие годы и весной зацвести. Такое редкое явление можно встретить раз в несколько лет. Речные волны. Вы можете себе представить, что серфингом можно заниматься не только в море или океане, но еще и в реке, благодаря такому природному явлению, как бор, что является аномально высокой приливной волной. Волна возникает в устьях некоторых рек и узких заливов и движется вверх по их рукавам. Во время прилива поступающие в широкий залив массы воды нагнетаются в суженные устья, где они концентрируются, образуя волновой фронт. Высота таких волн может достигать 9 метров, а скорость до 40 километров. Из-за этого бор может представлять собой угрозу для судоходства, так как своей энергией может разворачивать корабли, разрушать береговую линию и вырывать деревья с корнем. Несмотря на это, серферы считают речные волны самыми интересными явлениями, с которыми можно столкнуться. Самые известные приливные волны происходят на реке Амазонка, и называются они Парарока, а самой высокой зарегистрированной волной считается бор на реке Фучунцзянь в Китае. Солнечный или световой столб. Это одно из самых удивительных природных оптических иллюзий, что может увидеть человек. Атмосферное явление представляет собой вертикальную полосу света, тянущуюся от Солнца во время его заката или восхода. Также бывают ночные столбы от Луны, ярких планет или от наземных источников света. Явление вызывается отражением света на почти горизонтальных плоских гранях шестиугольных плоских либо столбовидных ледяных кристаллов, взвешенных в воздухе. При низких температурах кристаллы могут образовываться в более низких слоях атмосферы, поэтому световые столбы чаще наблюдаются в холодное время. Особенно красивыми являются столбы от искусственных источников света. Они обычно разных оттенков и выглядят невероятно. Черное солнце. Более миллиона птичек и европейских скворцов собираются в огромные стаи, создавая удивительные пируэты в воздухе и практически закрывая собой солнце. Обычно это явление происходит на закате, поэтому датчане и дали такое странное название этому природному феномену. Скворцы – птицы социальные, то есть жить они могут сотнями, а то и тысячами. Благодаря этому можно сказать, что все члены семьи понимают друг друга с полуслова. Это невероятное зрелище возможно лишь благодаря захватывающей дух способности, стаи, координации и общению. Особенно интересно наблюдать формы летающей стаи, когда появляются хищники. Водопад вечного огня. Две противоположные стихии, огонь и вода, казалось бы, не могут сосуществовать. Но что только не придумает природа. В парке Честнат-Ридж в Нью-Йорке находится необычный водопад, в глубине которого постоянно горит огонь. За водопадом находится небольшое углубление, в скалах которого образовалась трещина. Из этой трещины наружу выходит небольшое количество природного газа. До сих пор неизвестно, как впервые зажегся огонь, но он довольно постоянный. Иногда, когда порывы ветра гаснут огонь, туристы немедленно исправляют это и вновь его поджигают. Водопад появляется только весной и осенью. Его высота достигает 9 метров, и он спускается вниз каскадом по наклоненному сланцу.
А какое интересное природное явление встречал ты за свою жизнь? И на какое из этих 12 явлений хотел бы посмотреть ты своими глазами? Пиши в комментариях, и может ты попадешь в следующее видео. Если тебе понравился этот видеоролик, не забудь оценить его и поделиться с друзьями.